Здравствуйте, друзья! На связи Константин. И в этом видео, как я и обещал, мы поговорим об изменении темпа в проекте Cubase 5, каким образом делать изменения в темпе, какие инструменты для этого используются. Ну и вообще, давайте разберемся, что предлагает нам Cubase в данном отношении. Итак, вот у меня загружен проект, и давайте посмотрим, где можно просмотреть темп этого проекта. Ну, во-первых, это транспортная панель, напомню, клавиша F2. Вот в этом окне мы видим темп проекта 128 ударов в минуту. Здесь же мы определяем, хотим ли мы изменить темп в проекте, либо у нас темп будет фиксированный на протяжении всей композиции, вот как в данном случае у нас стоит 128, и указано fixed. То есть по всей композиции установлен темп 128 ударов в минуту, и он не меняется. И здесь же указана размерность композиции. Но если мы хотим поменять темп в каких-то участках проекта, то необходимо нажать вот на слово fixed, и оно поменяется на слово track, что говорит нам о том, что теперь мы можем создать изменения в темпе, и скорость воспроизведения будет следовать этим изменениям. Как вы видите, больше эту величину темпа изменить нельзя. Изменить ее можно только при помощи темпового трека, либо в окне редактора изменений темпа. Итак, создадим темповый трек. Вот. В трек-листе для этого трека можно также активировать, либо деактивировать темповый трек, собственно, заблокировать, то есть зажать на этот замочек, и тогда у нас все изменения и все дальнейшее редактирование будет запрещено. То есть вы не сможете добавлять какие-то события, либо редактировать их. Также здесь указан текущий темп. То есть если мы создаем изменения в темпе, то текущее значение, где расположен курсор, текущее значение темпа указано здесь. В данном окне мы выбираем тип события изменения темпа, но об этом чуть позже. И вот эти цифры обозначают диапазон, допустимый диапазон, в котором мы можем менять темп трека, в котором мы можем менять темп композиции. Можно ввести либо вручную, либо перетягиванием мышкой. Еще можно создать трек размерности, но я его рассматривать в этом видео не буду. Изменения в размерностях можно вносить не только с помощью этого трека, но также при помощи другого инструмента. Называется он редактор событий темпа. Вызывается он вкладкой Project Tempo Track, либо сочетание клавиш Ctrl-T. Вот вы видите, открывается окно, в котором вы можете редактировать изменения в темпе композиции. В общем-то, все события, которые вы вносите здесь, либо редактируете, они повторяются вот с этим. То есть, если мы создадим здесь изменения, то и в темповом редакторе также они здесь появятся. Ну и прежде чем мы вплотную займемся изучением функций изменения темпа, стоит сказать об одной опции, которая присуща для аудиотрека, для инструментального трека. Это, обратите внимание, вот в инспектор. Вот здесь желтым цветом горит иконка ноты. И здесь мы выбираем, в каком режиме у нас отображается представление событий в главном окне проекта. То есть, если у нас установлен значок нотки, то в этом случае вот вы видите, что установлен музыкальный режим, то есть при изменении темпа в проекте положение начала событий не меняется относительно тактов, долей, в зависимости от того, в каком положении находится событие. Ну, допустим, у нас есть дорожка с перкуссией. Вот. Здесь установим режим музыкальный и поменяем темп.
И вы видите, что несмотря на то, что темп в этом промежутке поменялся, включим. Положение начала событий не изменилось. И теперь, если мы поменяем режим в линейный, положение начала этих событий на этой дорожке, будет смещаться в зависимости от того, насколько мы меняем темп. Если же мы хотим, чтобы у этих событий с аудиоинформацией также менялась длительность воспроизведения, то есть он либо сужался, либо расширялся, так как это все-таки перкуссионный элемент, здесь необходимо, чтобы соблюдался ритм, и при изменении темпа, чтобы темп этой перкуссионной партии соответствовал общему темпу в проекте, то здесь необходимо, например, зайти в пул, найти тут этот аудиоклип, вот он, перк, и здесь выбрать Musical Mode. Об этих манипуляциях я расскажу в другом видео, когда буду говорить о работе с аудиофайлами в Cubase. Так что пока не вникайте в это, просто учитывайте это при работе с изменениями темпа. И теперь вот видите, появился серый значок, который говорит о том, что при любых изменениях темпа в этом случае также будет меняться темп конкретно этой партии перкуссионной. Смотрим и слушаем. Переключаемся в режим музыкальный, ставим нотку и производим изменения в темпе. Вот таким образом. И если мы не хотим, чтобы записана какая-то партия, либо любая другая аудиопартия, то есть аудиособытие, если мы не хотим, чтобы у него менялся темп с изменением темпа в проекте, допустим, у нас есть какая-то записанная партия, и мы хотим под эту партию подогнать остальные инструменты под ее темп. То есть мы подбираем темп, и нужно, чтобы темп этой аудиопартии сохранялся с изменением общего темпа в проекте. Мы здесь выбираем линейный режим и подбираем наш темп, который нам необходим. То есть вы слышите, что общий темп проекта, общий темп воспроизведения меняется, однако же темп этой партии, для которого мы установили линейный режим, остается неизменным. Конечно, после того, как вы нашли, подобрали нужный темп, уже необходимо будет исключить вот эти промежутки, либо наложения, чтобы все звучало приемлемо. На первый взгляд, эти манипуляции могут показаться немного сложными, но я вам настоятельно рекомендую поработать с этим, с изменением темпа в проекте, пощелкать режимы, и я думаю, что со временем это станет понятным. И стоит отметить, что те операции, которые мы проделывали с аудиотреками, актуальны также с инструментальными треками, у которых события представляют собой MIDI-информацию. То есть при изменении темпа, допустим, мы выберем здесь дорожку Low Bass, у которой присутствует MIDI события, и здесь также имеет влияние опция Time Base.
То есть если установлена нотка, то тогда при изменении темпа начало события не меняет своей позиции. Вот, если же мы поставим здесь режим линейный, то в этом случае при изменении темпа, видите, будет меняться. В этом случае темп конкретной партии, вот этой басовый темп, меняться не будет. И это будет сделано за счет того, что изменяется позиция начала событий. То есть вы слышите, что изменился темп общей композиции за исключением басовой партии. Ну, теперь давайте приступим непосредственно к работе с событиями темповых изменений. Для наглядности давайте откроем редактор событий изменения темпа, темпо-трек. Итак, вы видите, что в этом окне можно одновременно изменять как и темп, так и размерность. Я думаю, что это удобно. То есть, если мы обходимся без этого редактора, то нам необходимо, для того, чтобы изменить размерность и темп одновременно, необходимо добавлять оба трека. Однако же в этом окне мы можем менять и то, и другое. Давайте рассмотрим, какие инструменты нам предлагаются в панели инструментов. Первая иконка, она активирует, собственно, изменения в темпе композиции. То есть это аналогично тому, что мы меняем вот здесь. Следовать темповому треку, либо же темп фиксированный. И либо здесь мы можем активировать эти изменения. Далее, эта иконка включает отображение информационной строки. Информационная строка, как вы помните из предыдущих видео, довольно удобный инструмент. И как вы видите, что информационная строка, она присутствует во всех редакторах, вообще говоря, в Cubase 5, не только в главном окне. И вот в темповом треке она тоже присутствует. Мы при выделении событий на темповом треке можем видеть различные параметры и влиять на них, но об этом чуть попозже. Итак, базовые инструменты для работы с событиями изменения темпа – это стрелка, то есть инструмент выделения. Это стерка. Инструмент зум, то есть увеличение масштаба. И инструмент карандаш для того, чтобы рисовать события. Далее следует функция автоскролла, то есть при воспроизведении композиции у нас курсор постоянно находится в поле зрения. И стрелочка, как вы видите, справа от основной иконки, это активируется режим отложенного автоскролла. Но об этой функции я уже рассказывал, смотрите соответствующие видео предыдущие. Здесь мы выбираем привязку к сетке, либо активируем ее, либо деактивируем. То есть, если мы не хотим, чтобы создаваемые события у нас привязывались к сетке, то мы ее деактивируем. Если хотим, то активируем. И здесь выбираем шаг сетки. В окне темпа мы видим текущий темп. В окне Insert Curve мы определяем тип кривой, которая характерна для нового события в темповом треке. Допустим, если стоит ramp, то при добавлении кривой у нас происходит плавное изменение темпа. Если же мы устанавливаем здесь jump, то тогда происходит резкое изменение темпа. Или же тут есть еще вариант automatic, но в этом случае используется при добавлении новой точки на темповом треке используется тип кривой предыдущего события. Следом идет ползунок для живой записи изменений темпа, но об этом чуть попозже. И здесь последние две иконки, они включают процессоры для адаптации темпа в проекте. Я про них рассказывать в этом видео, по крайней мере, не буду. Давайте пока разберемся с базовыми возможностями. Так, идем далее. Ниже под информационной строкой вы можете видеть линейку. Линейка, собственно, это та же самая линейка, что и в главном окне, поэтому я рассказывать про нее не буду, так как уже про нее все рассказал в предыдущих видео. Далее следует такая серая полоска, где можно уже добавлять не изменение темпа,
а изменение размерности. Что касается размерности, это характерно для нотной грамоты. Если вы не знаете, что это такое, советую почитать. Но самое главное то, что по умолчанию устанавливается размерность 4:4. Это означает, что в одном такте у нас 4 доли. Ну, естественно, можно эту размерность здесь же поменять. Как поменять, рассмотрим чуть позже. И далее уже следом идет главное окно, где мы, собственно, и формируем необходимые нам изменения темпа при помощи вот этой синей кривой. Итак, каким образом мы добавляем события на этой кривой? Способа два. Прежде чем добавлять точку на кривой темпа, необходимо определиться с типом изменения темпа между соседними точками. То есть, если мы хотим, чтобы темп изменялся плавно, мы выбираем ramp, и тогда при добавлении новой точки темп будет изменяться плавно. Если же хотим, чтобы темп изменялся резко, то тогда выбираем режим, точнее тип кривой jump. И далее, после того, как мы выбрали тип кривой, мы добавляем точку, либо стрелочкой, щелкнув по самой кривой и протянув точку в то место, в зависимости от того, какой темп нам нужно получить в конечном итоге. Либо же это можно сделать карандашом, но уже можно щелкнуть в любое место в этом окне, и тогда точка добавится именно в это место. Выделить событие на кривой темпа можно либо при помощи инструмента выделения, либо при помощи меню Edit, и здесь выбираем под меню Select. Несколько вариантов нам дается. При выборе All мы выбираем, соответственно, все события. При выборе None выделение снимается со всех. Далее также можно воспользоваться локаторами левым и правым для того, чтобы выделить события на темповом треке между этими маркерами левым и правым, то есть внутри диапазона зацикливания. Ну и также можно инвертировать выделение, то есть те события, которые были выделены, с них выделение снимается, а невыделенные события выделяются. Ну и также стандартная опция, то есть выделение с начала проекта до курсора, либо же с курсора до конца проекта. Ну и также выделять можно при помощи стрелок на клавиатуре, влево или вправо. Если же зажать при этом Shift, то можно выделять несколько событий. Рассмотрим теперь, как можно редактировать уже существующие события. Если необходимо поменять темп у какой-либо точки, можно просмотреть, какой темп установлен для той точки, обратив внимание на информационную строку. Здесь можно проследить позицию этого события и также значение темпа, на которое оно установлено, и изменить тип кривой. Так вот, чтобы поменять темп у выбранной точки, можно воспользоваться информационной строкой. Либо же можно это сделать при помощи инструмента выделения стрелки, то есть просто перетянуть в то положение, в котором будет необходимый нам темп. Ну и, кстати говоря, менять параметры точки на кривой темпа можно также в инспекторе, как вы видите, для темпового трека особенный инспектор. И здесь можно просмотреть все точки, все события, которые мы добавили на эту кривую, посмотреть их положение, значение темпа для каждого из событий. Ну и здесь же можно поменять также параметры, так же, как и в информационной строке в темповом треке, вот в этом окне. Удалить событие можно при помощи инструмента стерки.
либо же при помощи инструмента выделения выделить и нажать Delete, либо Backspace. Ну и стоит отметить, что самую первую точку на этой кривой удалить нельзя, так как она задает начальный темп всей композиции. Также изменение темпа можно устанавливать при помощи ползунка специального темпа Recording. Для этого нужно нажать на воспроизведение. И перемещать ползунок в нужном направлении. В случае, если деактивировать темповую кривую, она становится серым цветом, и во всей композиции устанавливается постоянный темп, который можно менять либо в панели инструментов темпового трека, либо это можно сделать в инспекторе у самой первой точки, у начальной. Ну, либо же в трек-листе на панели темпового трека. Ну, естественно, классический вариант сделать это в панели инструментов. Это что касается изменения темпа. Теперь рассмотрим изменение размерности композиции. Как я сказал, по умолчанию она устанавливается в размерность 4:4. Добавить размерность можно при помощи карандаша. Выбираем инструмент карандаш и устанавливаем в нужном месте новую размерность. Величину размерности можно установить либо сразу, либо сделать это после, при помощи информационной строки, опять же, здесь можно выбрать любую размерность. Ну и также тут можно просмотреть ее положение. Если положение необходимо поменять, то можно сделать это просто стрелкой, перетянуть в нужное положение. И необходимо помнить также, что у нас установлена привязка к сетке, и перемещение происходит в соответствии с шагом этой сетки. Ну и также установить размерность можно, щелкнув двойным щелчком мыши, и установить нужную размерность. Удаляется размерность клавишами Delete либо Backspace. Ну и так же, как и с темпом, самую первую размерность удалить нельзя. На этом об изменениях темпа в проекте у меня все. Увидимся в следующем видео. До связи.